Трамп перестал ходить вокруг да около и выложил Зеленскому условие, от которого трудно отмахнуться. Хочешь гарантии безопасности – подпиши мир. И не когда-нибудь потом, а сейчас. Этот сигнал стал началом нового, куда более жесткого этапа вокруг украинского конфликта. Суть предложения проста до цинизма. Западные гарантии безопасности, те самые, о которых Киев говорит с 2022 года, возможны лишь при одном сценарии – мирное соглашение с Москвой. Причем Москва заранее очертила рамки. Мир означает отказ от Донбасса и вывод украинских войск из региона. Никаких заморозок, никаких особых статусов, никаких временных решений. Или так, или никак. В противном случае Кремль просто не подпишет документ и будет добиваться поставленных целей военным путем. Но обо всем по порядку. Нажмите на паузу, подпишитесь на нас и обязательно поставьте лайк, а мы продолжаем. Но самое любопытное – это архитектура будущей сделки. Как неожиданно выяснилось, документов будет два. Первый – двусторонний договор между Украиной и Россией. Второй – отдельное соглашение между Киевом и Вашингтоном. Евросоюз при этом фигурирует в разделе о гарантиях безопасности, но без права решающего голоса. Формально это выглядит как многосторонняя поддержка, а по факту – как аккуратное распределение ответственности, где каждый страхует себя от чужих ошибок и будущих политических кульбитов. Для Владимира Зеленского такая схема на первый взгляд выглядит выгодной. Несколько соглашений – это всегда больше лазеек. Двусторонний договор расторгнуть проще, чем трехсторонний. А отдельное соглашение с американцами позволяет апеллировать напрямую к Вашингтону, минуя Европу. Это особенно важно на случай смены власти в Белом доме. Сегодняшняя администрация может говорить о мире, но завтра в Соединенных Штатах может появиться лидер, который, в отличие от Трампа, снова захочет усилить давление на Москву. Однако есть главный нюанс, о котором в Киеве предпочитают не говорить. Владимир Зеленский – нелегитимный президент с точки зрения истекших сроков полномочий и военного положения. А значит, его право подписывать мирное соглашение вызывает вопросы. Да, он может согласиться на вывод войск из Донбасса и зафиксировать это на бумаге, но затем все равно придется проводить выборы, и никто не даст гарантии, что новый президент согласится с этими договоренностями. В Вашингтоне этот риск прекрасно понимают. Именно поэтому американцы настаивают на быстром оформлении сделки и на наличии собственного соглашения с Киевом. США хотят зафиксировать результат здесь и сейчас, пока альтернативы еще не выглядят катастрофическими. Иллюзий больше нет. У Украины не осталось козырей. Военный ресурс истощен, экономика держится на внешней подпитке, общество устало, а обещанная победа так и осталась лозунгом. В этой логике сделка – не предательство, а попытка минимизировать потери. Москва, в свою очередь, действует предельно прагматично. Она не торопится и не повышает ставки сверх необходимого. Условия озвучены давно, и они не меняются. Донбасс – ключевой пункт, без которого соглашение теряет смысл. Для Кремля это не только территория, но и символ. Признание итогов конфликта и новой реальности. Любые попытки размыть формулировки или оставить пространство для маневра будут отвергнуты еще на стадии черновиков. Евросоюз в этой истории выглядит скорее статистом, чем полноценным игроком. Его вписывают в раздел гарантий, но реального влияния на параметры мира у Брюсселя немного. Европа слишком зависима от решений американцев и слишком разобщена, чтобы диктовать условия. Для нее главное – прекращение войны у собственных границ и возможность вернуться к экономической стабильности. Остальное – вторично, даже если публично звучат громкие слова о принципах и ценностях. Самый болезненный вопрос – что будет внутри Украины? Мир на таких условиях неизбежно вызовет политический взрыв. Одни скажут, что это капитуляция, другие – что это единственный шанс сохранить государство. Зеленскому придется идти по тонкому льду между давлением Запада, требованиями Москвы и настроениями собственного общества. И чем дольше тянется пауза, тем выше риск, что решение будет принято уже не в Киеве, а где-то совсем в другом месте. Парадокс в том, что именно сейчас, когда Украина объективно слабее, у нее остается последний шанс зафиксировать хоть что-то. Вашингтон это понял и потому перестал подталкивать, а начал требовать. История любит иронию. Мир, к которому так долго призывали, может оказаться куда более жестким, чем война. И вопрос уже не в том, подпишут ли соглашение,
а в том, кто и на каких условиях возьмет на себя ответственность. Вот такие новости, друзья. А посмотрев это видео, что думаете вы? Поделитесь в комментариях. До скорой встречи, всем хорошего дня!